Здравствуйте, представители знака зодиака Рыбы. Февраль 2024 года. Таро-прогноз, гороскоп по 12 домам гороскопа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И ключевой вопрос нашего Таро-прогноза – это как изменится моя жизнь, как изменится ваша жизнь, мои дорогие, в феврале. И февраль 2024 года – это очень интересный месяц. Ну, первый, наверное, тот факт, что 24-й год, год дракона, это еще и високосный год. И в феврале у нас словно есть дополнительный день, 29 число. И, кроме того, два стеллиума. Стеллиум – это скопление планет. Так вот, 17 февраля первый стеллиум в знаке Водолея. Три мощные планеты, которые, где-то нас вообще, оказывают, как и влияние, понятно, и могут где-то переформатировать, словно, нашу жизнь. Это Плутон, Венера и Марс. И 29 числа, вот в этот дополнительный день февраля, еще один стеллиум – Сатурн, Солнце и Меркурий. Как какой-то выбор вы можете делать, такой основной, или пространство вас, словно, мои дорогие рыбы и рыбки, подводит к какому-то итогу. Или кто-то из вас получит очень важную информацию, которую вы, может быть, искали. Но момент выбора в феврале, он не только для вашего знака зодиака, а планетарно он может быть для всех нас. Может быть, вы получите какую-то важную информацию, которая перед вами откроет новые перспективы. Вполне вероятно, вы уже что-то искали, а вот здесь вы получите итог. И если мы говорим 12 домов гороскопа, каждый дом отвечает за ту или иную сферу жизни. И первый дом – это вы и ваша личность, ваше настроение, ваши приоритеты где-то в феврале. Давайте узнаем. Но настроение, скажем так, тут скорее поругаться может захотеться с кем-то. Правда, рыцарь мечей есть такой бунтарь без причины. И у вас может быть, знаете, когда мне что-то надоело, или меня что-то раздражает, меня что-то не устраивает. Хотя вы можете столкнуться с такими людьми. Но здесь вот на вас как раз Плутон может, мои дорогие, повлиять таким образом, с учетом Сатурна, что все, хватит мне себя как будто на вторых ролях оставлять. Теперь пора выйти на авансцену. У кого-то из вас этот момент может проиграться как с новыми возможностями, а у кого-то это будет вот такой эмоциональный всплеск. Для кого-то из вас это, правда, могут вам предлагать люди, которые тоже имеют сложный характер, тот или иной проект, и выдавать его за, как истину в последней инстанции, или то, что для вас будет перспективно, хорошо и прибыльно. А если вы так вот посмотрите, поищите информацию, пораскинете так вот, да, умом, вообще, что это, причинно-следственная связь, а что будет потом, то вы можете прийти к выводу, да нет, игра не стоит свеч. По рыцарю мечей, может быть, та информация, которую нам подают, это одно, а что есть по факту, это прямо противоположное. Но, видимо, вам вообще видеть вот эту разницу между сказанным и реальностью – это будет важно на весь февраль месяц. Финансы. Для вас, рыбы и рыбки, как будто финансы будут. Для вас может это означать король пентаклей, ваш какой-то проект. Может быть, знаете, как дополнительные какие-то виды заработка. Или человек, который вам будет помогать. Может быть, это ваш близкий человек. Или какое-то партнерство. По королю пентаклей проходят люди, которые рождены под знаком зодиака Телец, Дева, Козерог, то есть стихия Земли, или имеют там асценденты. Это те, на которых мы можем положиться. Может быть, ваш бизнес-проект, если связан с подобным человеком, вполне вероятно, вот какие-то финансовые вопросы, но вы будете решать. Или вы захотите дальнейшее сотрудничество с подобным человеком, или сами для себя будете словно искать какую-то надежную составляющую. Но вообще как бы деньги будут. Сама по себе карта, она подразумевает то, что у нас и деньги есть, и мы ими где-то правильно распоряжаемся. Поэтому продуктивный, если мы говорим про энергетику карты, так вот продуктивный период февраля для вас. Идем дальше. Третий дом – это у нас коммуникации, социум, коллеги, соседи и короткие поездки. Ну, я бы сказала так, коммуникации, да, вы можете искать информацию, вы с чем-то будете действительно определяться, и словно на пороге вы можете уделять внимание какому-то новому направлению, которое вас может
ну, очень заинтересовать, или вы в нем увидите как раз какую-то перспективу по финансам. Может быть, это работа, а может быть, все-таки обучение, которое впоследствии по получению того или иного документа и прилагая уже полученные знания на практике, вы тоже как будто получаете дополнительные бонусы в виде, когда оклад больше или денег вы больше зарабатываете. У кого-то из вас это может проиграться как удачная какая-то, ну, как коммуникация с конкретным человеком, или какое-то партнерство, или, может быть, вопросы где-то связанные с родственниками. Такое может быть иногда, кстати, по королю Пентаклей проходят наши близкие, которые нам помогают. А вот как раз по пажу Пентаклей вопросы, связанные с вашими детьми. То есть вот тут где-то составляющая вашей личной жизни будет оказывать влияние на финансовую сферу вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Но надежность, стабильность, как будто обе карты нам обещают. Давайте мы достанем карту четвертый дом. Очень важный дом для всех нас. Почему? Потому что за четвертым домом закреплено, как знаете, чувство защищенности. Ну и сам по себе дом или жилье, семья. Давайте узнаем, что для рыб и рыбок на февраль. Здесь по справедливости. Ну, понятно, закон мы не нарушаем, хотя у кого-то могут проигрываться вопросы, которые связаны, может быть, с судами или с какой-то юридической, мои дорогие, составляющей. Может быть, вы переезжаете или оформляете какие-то документы, или вопросы вашей пары, у кого-то буквально может проиграться развод. По справедливости, если мы говорим даже про наших близких, и с учетом рыцаря мечей, я вот говорила, захочется поругаться. Вот не ругайтесь, иначе по карте справедливости это ведь всегда та связь, как аукнется, так и откликнется. Если мы что-то сделали хорошо, то и в наш адрес будет ответ такой же. Но если мы где-то наследили, ну извините, мы тоже можем остаться не очень довольными. Поэтому держите баланс и будьте честны сами с собой. Если вы оформляете документы по части, правда, недвижимости, имущества, значит, смотрите эти документы очень пристально. Читайте все. Если что-то вас настораживает, тогда следует прибегнуть к помощи адвоката, юриста, и тогда, вот, кстати, по рыцарю мечей, это тоже та правда как раз и истина, которую мы найдем, и она нам поможет. Вот как будто нельзя быть небрежным, нельзя что-то делать на автоматизме, нельзя даже по части, как собой рисковать, так и про это вот самое чувство защищенности вам дает как раз, когда вы не только не нарушаете какую-то букву закона, а когда вы еще и себя как будто подстраховали. И это могут быть вопросы как и в отношениях именно с вашими близкими, так и буквально по недвижимости или по какому-то имуществу. Держите баланс, одним словом. Пятый дом – это развлечение, это наш отдых, хобби, досуг. Давайте узнаем, творчество где-то. Импульс может быть, паж жезлов – это когда что-то интересно, с новым вдохновением, либо осуществить свой проект, либо может, правда, что-то вас так заинтересовать, и вы увидите для себя какую-то перспективу. Я не могу сказать, что это не такая крупная карта, у каждого свои какие-то развлечения, но есть определенный интерес, но какого-то продолжения нам эта карта не говорит. Единственный момент, будьте аккуратны с собственными импульсами, может быть. У вас выпадает две прекрасные карты Пентакливы и рядом аркан Справедливость. Я бы сказала, с учетом справедливости, не время играть в азартные игры, мои дорогие рыбы и рыбки. Иначе все может обернуться совсем иначе, чем вы предполагали. Наверное, пока Плутон будет в Водолее на длительный период времени, не рискуйте собой в целом. Но, по крайней мере, по этой карте оптимизм как будто и желание что-то осуществить у вас будет. У кого-то это новое увлечение, новое творчество, новое хобби или изучение чего-либо, которое будет для вас
ну, своеобразным, может быть, отдыхом и, знаете, релакс такой, когда, как новая книга, да, или вот бывает такая новая область, нас она заинтересовала, и мы с головой погружаемся в изучение какого-то вопроса. Вроде бы мы что-то изучаем, но в то же время мы и отдыхаем. Вот у кого-то из вас вот эта такая взаимосвязь тоже может проиграться. И тогда в последующем, скорее всего, вот ваши эти знания или ваше какое-то хобби, ремесло, творчество, вы потом вполне вероятно сможете монетизировать. Как будто нет просто так вот чего-то. Вот этот момент тоже будьте внимательны, одним словом, к собственным мыслям и идеям. Шестой дом называется «Дом здоровья». И на канале Таро Инспирационы, в принципе, вопросы здоровья мы не рассматриваем. Также, кстати, как религии и политики. Но сам по себе дом гороскопа, есть такое понятие, вот именно которое отвечает за здоровье. Есть еще один показатель травмы. Вот давайте мы все же достанем карту, посмотрим, поскольку сценарий наш предлагает уже сделать это. Ну, что сказать, шикарная карта четверка жезлов. Нам как раз больше говорят о том, что хорошее здоровье. Или, если и у каждого своя ведь какая-то ситуация, значит, в тех вопросах, которые для вас вызывали сомнения, или вы проходили обследование, что-то у вас определится точно. Карта как раз «Праздник после победы» называется. Это карта якоря, это карта стабильности, это карта нашей уверенности. И поэтому, если и есть вопросы по здоровью, значит, вы что-то решите. Или если необходимо было пройти специалистов и обследования, как будто вам тоже больше ясности добавит, и вы останетесь довольны. Но если в контексте травмы, в принципе, вот по верхнему ряду не могу об этом сказать. Как будто бы сам для вас период, он где-то, вы сами в других энергиях. И поэтому карта вам обещает в чем-то скорее победу в решении каких-то вопросов. Может быть, как и по части здоровья, так и, ну, знаете, по части оптимизма, душевных сил будет больше. Ну, сама по себе карта праздника, и поэтому праздник в чем-то вам будет. Давайте мы идем дальше. И седьмой дом, брак, партнерство. Отчасти ваша карта, и не важно, что у нас королева выпала, меня смотрят мужчины. Карта ожидания. Не могу сказать, что по этому дому есть какая-то динамика. Может быть, вот меня, если девочки мои дорогие, рыбки смотрят, для кого-то я жду ребенка, такое может быть, вполне вероятно. Но вы просто в своих энергиях. И для людей семейных здесь все, ну, как было, наверное, в январе. Нет какой-то синкопы. Может быть, вы и будете что-то ожидать, как документа какого-то. Все же у нас сверху рыцарь мечей. Или прояснение той или иной ситуации. Но то, что есть, ну, как будто вы что-то будете менять по части партнерства. Выводы вы делать как раз можете, наблюдать. И все же у нас королева кубков, это прежде была королева-русалка, великий манипулятор, который заманивал рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и волшебную любовь. Вот в части манипуляций вы можете где-то пользоваться такими энергиями. Почему нет? Но, может быть, как знать, по рыцарю мечей как будто так и следует делать, особенно если вы сталкиваетесь с людьми, которые имеют сложный характер. Давайте мы достанем карту восьмой дом. И это у нас дом трансформации, дом где-то неожиданностей, юридических вопросов. Вот давайте мы в контексте этого достанем карту. Вот вам придется сидеть на двух стульях, и вашим, и нашим. Действительно, быть манипулятором, жонглером, приспосабливаться к новой игре, по новым правилам. Или какой-то ваш проект должен быть осуществлен. И что бы там ни происходило, хоть камни с неба, или обстановка у вас меняется, праздник, мои дорогие, должен быть. Умение договариваться, это будет для вас сильной стороной. Ну вот интересно, переворачивается. Какая-то новость может к вам прийти, как будто восьмерка жезлов врывается буквально к нам, в нашу жизнь, в наше информационное пространство. И мы не можем это отложить на потом. Как будто реагировать вам придется на какую-то новость. Может быть, буквально собраться и куда-то отправиться.
И я не могу сказать, по какому дому. У кого-то это брак, партнерство проиграется, а у кого-то это важные вопросы, которые это уже 8-й дом и трансформация. Ну, давайте 8-й дом, я достану карту сама. Что нам скажут? Праздник. Вот такая трансформация. Единственное, могла бы сказать такой момент. Наверное, вы будете... Какой-то вопрос у вас действительно решится положительно, мои дорогие. Или, может быть, вот этот праздник, 2 раза все-таки у вас праздник выпадает, положительная энергия, есть какой-то пункт в вашей жизни, по которому вы никак не могли определиться. И вот, видимо, в феврале это происходит. Больше ясности, больше четкости, больше понимания, кто меня поддерживает, кто придет ко мне на помощь. И поэтому даже если есть в чем-то трансформация, да, или какие-то вопросы юридические, вы не одни, посмотрите, у вас как раз будет возможность для себя что-то решить в плюс, чтобы как и уверенность, так и праздник состоялся в вашей жизни. Хорошо, давайте 9-й дом. Это дальние поездки, переезды, философия, религия. Но вы, видимо, будете прагматиками, потому что не совсем тут про философию, про благополучие, мои дорогие, про взаимопонимание, про радость, про счастье в семье, какие-то приятные события, про то, что все под контролем. Вопросы как недвижимости хорошо у нас решаются, хоть и дом у нас не об этом, но кто знает, ведь это дальние поездки для кого-то из вас могут проиграться, как я хочу как раз поменять жилье. Почему нет? И, значит, найдете вы какой-то вариант. Или вы еще словно, знаете, как в начале, в самом. Вот посмотрите, кто-то действительно задумается уехать куда-то далеко. И будет просчитывать, продумывать, узнавать, искать эту самую информацию, каким образом мне это совершить. Или какой-то новые способы заработка. Да? Вот мы говорили по пажу Пентаклей, потому что увязаны все равно с 10-кой кубков, и мы говорим, это карта благополучия. Вопросами благополучия вы будете заниматься. Причем это конкретика, это то, что есть по факту. Это без какой-то экзальтации. Вот вы более чем конкретны будете, мои дорогие рыбы и рыбки. Что есть сейчас, на данный момент времени, а не то, что там где-то далеко, непонятно, удаленно. Меня интересует вот именно на злобу дня, как и возможности, так и финансы где-то. И от этого вы будете буквально отталкиваться. Давайте 10-й дом, работа, карьера, власть. Возможности, по сути, правда? Кто-то засобирается в поездку, у кого-то релокация офиса, а кто-то из вас... Как знать, ведь вот посмотрите, я сказала, в дополнительный день года, 29 февраля, Солнце, Сатурн и Меркурий будет стелиум как раз в 1 градусе рыб, мои дорогие. И для кого-то из вас, ну, какие-то прямо очень важные перемены. Вы можете передумать, чему я буду учиться в дальнейшем, как я хочу построить свою жизнь. Я или вы, мои дорогие, то есть вопрос будет стоять так, как я хочу изменить свое качество жизни и в этом контексте, где я буду работать. Потому что мы говорим про Меркурий, корабль вам выпадает, 3 жезлов, это карта якоря уверенности. У нас изображен корабль, и практически на всех 3 жезлов изображается корабль. Один из символов Меркурия, как нужная информация, как перемещение. Для кого-то из вас, мои дорогие, все же это карьера, бизнес, власть, работа. И здесь удачные продажи, если у вас действительно продажи какие-то, пусть методом через интернет или у вас свой магазин, вот это тоже все то, что как раз бог торговли и ремесел, да, то, что Меркурий сопровождает, бог новых знаний, бог того, что мы быстро умеем перестраиваться, быстро умеем обработать информацию, что-то вычленить, что-то словно для себя, каким образом применить это на практике. Быстры где-то как и на подъем, так и на мысль. Вот это все проигрывается. И не только по картам, мои дорогие, а еще и по планетам в 1 градусе рыб. Как раз вот ваш знак окончания месяца. Вы можете подвести какие-то итоги, и кто-то из вас на 180 градусов может изменить направление. Или по вашему намерению вы найдете новые возможности.
каким образом обустроить то дело, которое я очень хочу, чтобы у меня получилось. И вот где-то нам об этом и говорит. Все в ваших руках. Но не торопитесь. Человек как будто повернулся к прошлому спиной. Но он еще не запрыгнул на корабль. Он еще его ожидает. Может быть, он на него не запрыгнет, а на другой корабль. То есть вот додумать что-то для вас будет важно, но у вас все под контролем. И новые возможности как будто ждут вас. Это и на работу, и на бизнес, и на карьеру, и на власть. 11-й дом. Дружба, взаимопомощь. Хотя нам уже об этом сказали. Ну вот думай, с кем дружить. 7 мечей, карта вора. Поэтому, видимо, свое окружение причесать как минимум придется, или вы будете так попеременно людей, которые ваши друзья или якобы друзья. Вы будете рассматривать то в бинокль, то в микроскоп. Могу ли я человеку доверять? Могу ли я на него положиться? Или вы будете просчитывать какой-то проект. Посмотрите, у нас выпал как раз паж по 5-му дому, паж жезлов. То есть вас какой-то может захватить проект, или вам друг ваш какой-то знакомый может что-то предложить, проучаствовать в чем-то. А нам говорят, будь осторожен. Ты тут что-то можешь прошляпить и сделать себе что-то во вред. Вами могут где-то пытаться манипулировать, может быть, где-то на лояльность на какую-то вашу давить, или на какую-то прежнюю дружбу, или могут говорить, ты же меня долгое время знаешь. Будьте внимательны одним словом, надейтесь на себя. 7 мечей на дружбу, взаимопомощь. Выпало, я вам скажу, никакой дружбы и никакой взаимопомощи. Только вы в центре внимания, и какой-то ваш план должен состояться. Не чьи-то идеи, а ваши собственные. И как бы вам не подавали, опять же возвращаясь к рыцарю мечей, мы ведь говорили, что подают одну информацию, а если мы начинаем рассматривать или искать, опять же, составляющую, что есть по факту, что есть по закону, так вот реальность, она в другой стороне, поэтому не ошибитесь. 12-й дом – это то, что скрыто, кстати, и это из этого скрытого, что в последующем может для нас означать проблемы. Это то, чему мы можем не придать значения. Или наши фантазии какие-то. Давайте узнаем, мои дорогие рыбы и рыбки. А вот нет ничего, правда? Посмотрите, пентаклевые карты. Вы будете очень рациональны, поэтому вот таких вот по 7 мечей, посмотрите, как будто у нас изображена лиса и молодой человек. Они расходятся в разные стороны, и оба оглядываются. Вот и вы можете с кем-то из друзей, кстати, разойтись. Может быть, вы как раз этот подвох и просчитаете, или увидите, что в предыдущий период меня обманывали, а на самом деле реальность какая-то другая. И может быть, как знать, вот такое где-то отчасти разочарование для вас будет означать, что я теперь доверяю себе и только тем людям, кому действительно могу доверять. У кого-то это семья проходит, у кого-то любимый человек, или ну, какие-то есть уже точно проверенные люди. И в первую очередь нам говорят, уделяй тем проектам, если мы говорим, или уделяй внимание, энергию свою трать только в том направлении, которое будет тебе служить марафонским забегом лет на 20, как по Плутону. И эта карта как раз об этом забеге и говорит, когда мы в самом начале пути, и дорогу осилит идущий. Здесь не говорят о каком-то сногсшибательном эффекте или больших деньгах. Нет, но постепенно, ведь рыцарь Пентакли едет медленно, постепенно прикладывая усилия в нужном направлении, вы себе проложите, как, знаете, путь наверх, как путь к власти. Вы решите какую-то карьеру свою, которую у каждого своя какая-то задумка. Вы можете построить бизнес, вы сможете реализовать какие-то свои мечты. Но эта карта говорит о приложенных наших усилиях. Это в значении «продолжай». Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот 12-й дом, что скрыто. Возьмите это себе как девиз. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.